С кем ты будешь счастлив? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких же энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ой, как уже эти ремонты у соседей достали. Снова эти все перфораторы, спецэффекты. Ну да ничего. Ну, в очередной раз мне показано, да, уже у нас даже на первом месте десятка кубков. О чем это говорит? О том, что либо же вы человек, который ищет семьи, да, хочет семьи. Вы вообще сами по себе, по своей сути, человек семейный, да, вы не стремитесь быть холостяком, вы даже как-то некомфортно, может быть, себя чувствуете, находясь вот в одиночестве. И посмотрите, как интересно выпало, да, вот семья и любовь. Это говорит о том, что для вас важно именно вот брак, семейные узы по любви. Не по какому-то расчету, да, не потому, что там женщина вам чем-то выгодно, важна и так далее. Для вас очень важны чувства, чувства двоих, та самая искренность, та самая ответная любовь, да, не так, что игра в одни ворота, а вот именно взаимность для вас очень важна. Для вас брак это не что-то страшное, нет. Главное, чтобы вот была отдача. Вот отдача и взаимная любовь это то, что вас вдохновляет, это то, что должно быть в вашей жизни. Были у вас очень непростые периоды финансовые, у кого-то может проиграться, что сейчас вот ну, реально финансовые проблемы проигрываются. Причем проблемы эти будут, но они очень временные, ребят, очень-очень временные, поэтому я просто вот наперед немножко вас успокаиваю. Это просто такой период, вы его пройдете, вы пройдете его успешно. И вы справитесь, потому что вы человек, который уже не первый раз попадал в разные неприятные ситуации, в разные такие проблемные ситуации. Поэтому вы это все решите. У кого-то из вас, возможно, сейчас как будто жизнь в подвешенном состоянии. Почему? Потому что разбитое сердце, потому что, возможно, недавно вам разбили сердечко, да, и не хочется жить так, как раньше. У кого-то, возможно, этот период уже прошел, но он тоже был. Не хочется жить так, как раньше, не хочется улыбаться, веселиться так, как раньше, потому что душа болит, а сердце плачет. Давайте сделаем маленький опрос. Как раз вот по этому поводу. Отзовитесь, ребят, напишите все в комментариях. Вы сейчас вот находитесь вот в таком разбитом состоянии, да, вот вам сейчас на данном этапе хочется веселиться, хочется жить как раньше, или же нет. Или, может быть, у вас уже это пройденный этап, сейчас уже жизнь, ощущения, эмоции, все стабилизировалось. Но когда-то у вас были такие вот разбитые энергии. Напишите, у кого как проигрывается. Когда разбитое сердце у человека, знаете, ну это нормально, когда тебе ничего не хочется. Это абсолютно нормально. Человек так устроен, что ну нельзя плакать и смеяться, улыбаться. Да, можно сделать искусственную улыбку, можно губы растянуть в улыбке, да, но сердце и душа все равно будет плакать. И те, кто сейчас, к сожалению, находятся вот в таких энергиях, тем более я вижу, что среди вас есть такие, кто получил недавно вот двойной такой удар. Это и по работе, да, возможно, вот как раз это либо увольнение, сокращение, плюс еще сердечная драма. То здесь, конечно же, намного сильнее эта боль, намного сильнее, тяжелее это все переносится. Но это пройдет, ребят, запомните, не бывает вечной черной полосы. Ну, не бывает. Может быть, хоть немножечко вас это утешит. Я понимаю, что вы скажете, говорить просто, да, а вот переживать сложно. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Каждый человек хоть когда-то в своей жизни, но переживал тяжелые кризисные моменты. У каждого не свои, поэтому, как написано на кольце Соломона, и это пройдет. Еще что о вас, давайте-ка посмотрим.
Вы человек, который либо связан как-то с дорогами, либо же вот планируете куда-то поездку. Может быть, вы недавно приехали с поездки. То есть вот дорога, вот у многих может проиграться, что это даже по работе связано. Либо вы просто ездите, либо вы за рулем вот именно. Но очень частые дороги. Кто-то, возможно, на отдых планирует поехать, либо же к родственникам проведать, в общем, либо же ждете гостей с дороги. В общем, дорога вокруг вас. Вы человек, который ужасно не любит холодных таких, эмоционально холодных женщин. Вы никогда не свяжете свою жизнь, тем более узами брака. Никогда не свяжете с женщиной, которая будет вами командовать, которая будет пытаться вам что-то навязать, которая будет скандалить, давить. Потому что у вас уже был такой негативный опыт. Никогда вы, возможно, даже для себя, сами себе это дали слово, что никогда я не буду с такой женщиной. Даже вот романить вам не хочется с такой женщиной. Вы сами такой человек, что если нужно, вы сделаете все, да, если к вам по-хорошему относиться. Но когда начинает что-то вот вставлять свои 5 копеек, начинают командовать, учить вас жизни, здесь вы можете даже вот в знак протеста, вы просто взбрыкнете. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Ну, мои семейные мальчишки, которые ждут свою любовь, давайте-ка все-таки посмотрим, с кем же вы будете счастливы. Смотрите, мне показано, что, в общем-то, у вас у всех в той или иной мере есть возможность вокруг, да, есть возможность устроить свою личную жизнь. Это во-первых. Но, во-вторых, далеко не все из вас замечают эти возможности. Опять же, это может проигрываться у кого-то, потому что душа болит, а сердце плачет, как я сказала. Вот, да, вот из-за любви. Вот. Страшно даже вступать в новые отношения. Страшно больно, страшно опасаетесь о том, что опять же все повторится. Но обращайте внимание, это основной такой посыл вам, что женщина, с которой вы можете быть в отношениях, она уже где-то в вашем окружении, где-то уже вы пересекались. Во-первых, вы можете, знаете, даже не в том смысле, что прям знаете ее. Вы можете где-то вот пересекаться, но чисто внешне вот вы могли ее заметить. То есть лицо ее, внешность, там фигуру, вот для себя вы отметили эту женщину, ну просто так, знаете, чисто по-мужски, красивая женщина. Вы будете общаться еще, но опять же, быстрее устроят свою личную жизнь те, кто, во-первых, немножко уже стабилизировал свое прежнее такое вот состояние упадническое, которое было у вас. Вы больше обращаете внимание на окружающих, вы пытаетесь знакомиться, а те, кто вот в таких вот тяжелых энергиях, у вас тоже все, ребят, наладится, вы тоже начнете смотреть по сторонам. Придет момент, когда и ваша буйная головушка будет крутиться на 180 градусов и отмечать всех женщин вокруг. Всему свое время. Поэтому первое, что вам сделать, всем абсолютно, да, кому-то раньше, кому-то позже, обращать внимание. Потому что женщины вам уже подают какие-то знаки внимания. Кто-то пристально смотрит в глаза, кто-то, опять же, флиртует, кто-то пытается вас затащить домой в гости, ну, как бы отремонтировать что-то. Вы знаете прекрасно все эти женские хитрости. Кому-то что-то подвезти нужно, отвезти куда-то, свозить, да, потому что она такая вся одинокая, бедная, несчастная. Просто вы на эти знаки не обращаете внимания, либо же не всегда обращаете. Женщин, ну я просто немножко так уже психологическое отступление, кто не знает, я еще психолог, поэтому иногда вот вставляю такие маленькие реплики. Далеко не всегда люди замечают знаки вокруг. И вот если бы вы замечали, ну так, в полной мере, поверьте, жизнь была бы немножко другая.
Эта женщина, она скорее темноволосая проиграется. Это женщина, которая какой-то период не была в отношениях. Ну, то есть она давненько уже без мужчины. Мы не будем сейчас ее личную жизнь рассматривать. Если нужно, она вам сама расскажет. Это женщина, которая, возможно, одевается в какую-то яркую одежду. Это могут быть яркие аксессуары, какая-то бижутерия. Это могут быть какие-то массивные, там, я не знаю, серьги, заколки, ну что-то такое, да, то, что выделяется. Эта женщина будет все чаще, вот опять же, у каждого это будет по-разному, ребят, мы не привязываемся абсолютно, не хочу вас привязывать, поэтому так, в общем вам описываю. Судьба будет вам преподносить такие моменты, когда вот вы тем или иным образом будете все чаще то ли видеть эту женщину, может быть, все чаще контактировать. Если у кого-то это по интернету проиграется, может быть, вы будете чаще общаться, да? Это может быть, смотрите, даже потому что я знаю, что некоторые из вас переписываются по интернету, там ищут по интернету, но это такое дело, это личное дело каждого. Здесь может, смотрите, как еще по интернету проиграться. К примеру, у вас есть там, ну я так, самый банальный пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. К примеру, у вас есть там, ну, определенные друзья, да, в соцсетях, допустим. Вы зашли там кому-то из своих друзей, подружек, да, просто на страничку и смотрите ее друзей. Вы увидели там интересную женщину, да, и вы будете, возможно, все чаще вот заходить к этой женщине на страничку, а потом со временем уже вы рискнете, может быть, там сначала лайкнуть ее фотографию, потом, может быть, смайлик отправить, потом еще. Ну, то есть по интернету здесь тоже могут быть разные варианты. Это один из них, чтобы вы понимали, о чем речь. Где-то вы пересекались. Возможно, вы видели фотографию просто этой женщины, а потом уже начнете как-то вот с ней больше общаться, потому что ну, реально, как-то вот она вас зацепит. Почему-то вас будет к ней тянуть все больше. Что еще будет? Эта женщина, она довольно такая, знаете, вот какая-то загадочная. И сказать, что ее будет так легко и просто завоевать, ну, точно я не могу. Поскольку она непростая, ну как непростая? Она в хорошем смысле слова непростая. Она, во-первых, так же, как и вы, она довольно такая серьезная в выборе мужчин. У нее серьезный подход. Она не будет кидаться лишь бы на кого. Ей не нужен мужчина просто для того, чтобы были чисто брюки в доме. Она из тех, которые скорее будут просто по-дружески сначала общаться. Для себя она будет какие-то заметочки брать, да, вот из ваших разговоров, может быть. Слишком хорошо воспитана, слишком такая вот вежливая, деликатная. Те из вас, ребята, которые, может быть, употребляют нецензурную лексику, а ее сейчас практически все употребляют, кто-то больше, кто-то меньше. Но особенно те, кто говорит на этом языке как на родном, да, уж простите. Ну, здесь будет, может быть, немножко тяжеловато, потому что женщина, ну такая, она вот, почему-то мне вот идет информация, как будто она интеллигентка, да, вот она такая воспитанная, она из хорошей семьи, она очень вежливая. Те из вас, которые, ну такие, как же мне вас назвать? Хулиганы, да, ну по-хорошему, вот взрослые хулиганы. Вот вы под ее каким-то таким вот магическим воздействием, да, ну магическим в кавычках, вот под ее чарами какими-то, вы будете меняться. И те, кто из вас, может быть, даже там кто-то любил с бутылочкой посидеть, да, я не говорю, что прям злоупотребляли. Кто-то, может быть, эти словечки употреблял. Вот как-то это будет все отходить на задний план, по крайней мере, при этой женщине вы будете чуть ли не по струнке стоять. Но это в хорошем смысле слова. Это не потому, что вы будете там себя мучать, как-то сдерживать. Вы, да, вы, возможно, и будете поначалу себя как-то контролировать, просто чтобы произвести на эту женщину хорошее впечатление.
просто чтобы понравиться ей. Те, кто переписываются, общаются, ну там проще, да, там уже не видно ни словечек, не слышно, да, там уже проще, если это сначала идет переписка. Будете меняться рядом с этой женщиной. И чем больше будут развиваться ваши отношения, я не скажу, что они будут очень быстро развиваться. Она, повторюсь, она не из тех, кто будет сразу в койку прыгать, кто будет как-то бегать за мужчиной, навязываться. Нет. И это, в общем-то, очень хорошо. Потому что вы оба не будете спешить, вы оба не будете торопить события. Да, вам будет хорошо, да, вам будет комфортно, но вы будете поначалу изучать друг друга, по-хорошему изучать. И это нормально, потому что когда люди обжигаются, которым делали больно, ну, конечно же, ты не будешь уже одевать розовые очки в омут с головой. Это естественно, потому что, ну, даже тот страх самосохранения, так сказать, который будет вас держать немножко в узде, это реальный нормальный процесс. Поэтому не удивляйтесь, если она, может быть, будет поначалу как-то немножко сдержанно вести, да, если она не будет вешаться на шею, если она не будет там намекать вам, либо что-то делать там ну, в интимном плане, вот она не будет торопить вот в постель к вам прыгнуть, да. Поэтому это, кстати, даже хороший знак, ребят. Потому что вы же знаете, женщина, которая очень быстро ложится в постель с вами, точно так завтра она очень быстро ляжет с другим. Но это закон жизни, это не я придумала. Что же у вас может произойти с этой женщиной? Что же у вас все-таки с ней будет? Я уже даже не удивляюсь, когда у нас из расклада в расклад выпадает, что, в общем-то, сомнения вас не покидают. Ну вот не покидают. С этой женщиной у вас идет новый жизненный этап. Жизнь как будто вот на 180 градусов поворачивается. Эта женщина подарит вам то счастье, о котором вы мечтали, но это будет не сразу, как я уже говорила, да, это постепенный процесс, это когда вы привыкаете друг к другу, когда вы изучаете, да, вам будет хорошо, комфортно с первых дней, там, с первых каких-то свиданий, но это еще период изучения. Когда же вы будете сближаться, да, вот вы себя настолько оградите вот от какого-то другого внешнего мира, ваши друзья могут удивляться, ваше окружение может удивляться и заметить, что, ну, ты стал другим. Вот стал другим, более сдержанный. Те из вас, кто, может быть, сейчас вспыльчивый, да, такой импульсивный, вы станете поспокойней, вы станете какой-то более такой, может быть, рассудительный. Кто из вас, допустим, совершал какие-то такие, ну, не всегда логичные, такие мальчишеские, может, озорные какие-то поступки, тоже вот как будто остепенитесь немножко. То есть эта женщина во всех смыслах слова, она будет хорошо на вас влиять. Хотя вы, в принципе, тоже повлияете на нее со своей стороны, да. Вы тоже ее будете чему-то учить. Вот у каждого это по-своему проиграется. Будете ее учить. Вот мне идет какая-то информация. Как же это озвучить? Вот даже не могу понять. Это будет что-то, возможно, то, что вы умеете, она не умеет. Это может быть, ну, к примеру, да, это может быть какое-то блюдо, которое вот вы суперски готовите, а она такого еще не готовила. Это может быть, ну, я не знаю, что-то другое, да, вот именно то, что вы делаете. Я даже вот не могу сейчас так уловить, вот мне поток идет, и, в общем, вы ее будете чему-то учить. Возможно, вы будете рассказывать какие-то интересные, там, такие познавательные исторические факты, да, если вы там о чем-то знаете. Либо же какая-то другая такая, вот именно познавательная информация. Поэтому у вас будет такой взаимообмен и взаимное обучение, да, в хорошем смысле слова. Поэтому, мои хорошие, это женщина, которая войдет в вашу жизнь не спеша, не торопясь, но с этой женщиной вы будете счастливы, и я думаю, она задержится у вас на много-много лет в вашей жизни.
Женщина, с которой вот будет просто комфортно. Знаете, это такое ощущение потрясающее, которое, к сожалению, далеко не каждый на себе испытывает. Когда тебе не хочется уходить от нее, когда тебе хочется просто помолчать вместе, когда тебе хочется просто хотя бы там, я не знаю, в обнимочку телевизор посмотреть, либо у камина посидеть. И больше никто не нужен. И пускай весь мир подождет. Я искренне всем вам желаю поскорее встретить такую женщину и наконец-то стать по-настоящему счастливыми. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!